Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Астро Инспирационе. Таро расклад, Таро прогноз, что случится, что произойдет в ближайшее время, события и неожиданности ближайших дней. Может быть и внезапности, стремительности. И мы сегодня рассмотрим с вами вопросы, которые несколько не вписываются в рамки времени. События, которые произойдут именно в июне. Прогноз без границ и без временных рамок. И этому способствует такой многоликий июнь, мои дорогие. Начинается в добрых энергиях. Венера, ваша планета-управитель, в Раке. И это только начало месяца до 13 числа. Добрые энергии, любовь, быт, где-то чувство безопасности, надежности. Вот эти энергии в каждом из нас преобладают. Это касается всех знаков зодиака. И 9 числа соединение, волшебное соединение Венеры и Юпитера. Поэтому здесь будет такой щедрый транзит для любви и финансов. 15 июня у нас с вами новолуние в Близнецах. И это мы знаем, что в Близнецах там сейчас Уран. Это второй дом вашего гороскопа. А если мы говорим по Урану, это всегда желание, да, что-то в нашей жизни изменить, поменять. Поэтому быть к этому готовым. Ну и 30 июня, самый конец месяца, открывает для нас как новую палитру достижений. И Юпитер во Льве. И это как минимум на полгода. Поэтому амбиции, творчество, правильные цели, вот что мы будем ставить. Итак, мы достанем 6 карт, зададим 6 вопросов, на которые ответы будут, я так надеюсь, искренне вам полезны. И первая карта. Что внезапно, что неожиданно для тельцов в июне? Что вас удивит, возможно? И, соответственно, а с чем, с кем будут связаны эти внезапности, неожиданности? Может быть, это как документы, третьи лица, третьи факторы, какие-то обстоятельства, может быть, и внешние. Или, может быть, новости, которые вы получаете ближе к середине июня. К чему приготовиться, к чему это все идет до конца июня? Как изменится ваша жизнь, мои дорогие тельцы. И карта отдаленных событий, то, что, ближе к концу июня. И, может быть, с переходом до конца лета. Вот, кстати, я такого не исключаю. Немножко заглянем в будущее и достанем карту совета. И откроем ее в самом конце. Итак, что же внезапно, неожиданно, стремительно для тельцов в июне? Ого! Вот это да. Карта скорости, кстати. Карта, я ее называю доброй трансформацией. Это считайте, как сидели и что-то мы не планировали. А здесь как в ускоренном режиме что-то. И придется быстро поворачиваться, быстрее, может быть, какие-то контакты проводить, находить точки взаимодействия или что-то пересматривать по времени. Здесь может быть в ускоренном режиме получения какой-то бумаги. Или, может быть, вы ждете бумагу, а приходит какая-то новость, вы можете сами корректировать планы. Но если мы говорим Уран в Близнецах в середине июня, здесь может быть какое-то стремительное событие, когда, в средствах даже массовой информации мы можем что-то такое услышать и понимаем, нет, у железа пока горячо, но вам это к добру, для вас это именно добрый какой-то элемент трансформации. Что-то не упустить, мои дорогие, что внезапно, сама по себе карта внезапностей. Правда, по пажу Пентаклей вы можете получить какую-то важную бумагу, новость, и вам явно придется корректировать планы, будьте к этому готовы, факт. Причем один какой-то план как будто не пойдет, а пойдет другой. Я не исключаю, что это будет какая-то весть из официальных структур. Иногда по этой карте, мечевые, проходят и эксперты, проходят и высокие организации, да, но я имею в виду, в которых мы получаем, опять же, либо важные бумаги, или какие-то согласования. Может быть, это люди такие очень рациональные, может быть, это те люди, которые отвечают, да, даже за, если они нам дают, допустим, как проводят консультацию, дает нам какой-то совет, всегда совет дельный, и как действовать. Но все же есть и другой смысл по этой карте, поскольку прообраз Юдифи. Будьте готовы, что действовать вам придется самим. Но с элементом того, что это, знаете, как освобождение от того, что вам долгое время мешало. Но так вот в рациональном каком-то темпе, в рациональном режиме. Тут действительно было очень много сомнений. Завершаются ваши сомнения.
по поводу какого-то дела, которое у вас длилось очень долго, которое вас долго ставило в тупик, которое вам, ну это знаете, как заснул и проснулся с этой мыслью. Вот это близится к концу. Вот причем, знаете, внезапно это может закончиться. Я не исключаю, что для кого-то это точно. Будь готов, телец, к неожиданностям. Две карты скорости и неожиданности. Вам придется тут что-то перестроить. Может быть, то, что вы услышите, это не будет где-то совпадать с вашими представлениями, которые были в прошлом. Давайте я перемешаю колоду. Что это такое внезапно? Конечно, пажи. Здесь может у нас быть как известие от ваших детей, но пажи это сами по себе вестники. А все документы, все карты, которые нам еще о скоростях добавляют, особенно первая, то есть сами по себе документы могут быть или какие-то важные инстанции согласования. Будьте готовы, буквально карта говорит, будь легок на подъем. Вам придется что-то переделывать. Переделывать не в плане, как начать все заново, когда ну, вы этим методом пользовались. Нет, это не карта возврата к прежним методам. Это карта нового опыта, совершенно нового, когда к нам приходят знания через новый опыт. Поэтому и будь легок на подъем. Более того, сама карта дает совет. Пробуй, пока не получится или не надоест. Поэтому, видимо, будьте готовы к тому, что так складываются обстоятельства, неожиданные события. Какие-то вести буквально рвутся в вашу жизнь, когда вам придется эти самые планы как и корректировать, так и как будто себя на новую стезю настроить, мои дорогие. Ну вот и вы сами. Тут именно вы. Все внезапности будут касаться ваших дел, ваших планов. И здесь вот соответствует всем планетарным транзитам в основе у нас именно вот эти щедрые энергии июня, когда вы объединяете, может быть, и вопросы личной жизни, и одновременно вопросы финансов. У кого-то работа, творчество, ну или, может быть, способ получения денег. Поэтому к разного рода неожиданностям, как и в финансовой сфере, так и в личной, будьте готовы. Но ведь для вас, посмотрите, как будто есть возможность раз и навсегда избавиться от каких-то мучаемых, ну, может быть, это вы мучились какими-то сомнениями, или как долгое время у вас не решался какой-то вопрос. С чем, с кем это будет связано? А вот и правда не решался. Есть такая колода «Колесо года», вот четверка кубков, бесконечный дождь, да, вот какая-то девятка мечей. И глаза ведь у нас тут закрыты были по этой карте, мы чего-то не видели. А может быть, вы и предполагали, но к этому не было реальных предпосылок, не было обстоятельств каких-то. И вот здесь они будут складываться. Вам как будто сама судьба, и вот тут внимание, с чем будет это, или с кем это связано. И я тут больше вижу, это какая-то история либо с людьми, которых вы знали, или это может быть какая-то новость, как предложение, возможно, альтернативный вариант. И вот этот бесконечный дождь может закончиться, но как будто нам молодой человек читает книгу, ему нужно как минимум оторваться от этой книги и встать и взять этот кубок. Вам действовать, мои дорогие, придется. Давайте мы еще поподробнее. То есть какой-то период жизни, долгий, может быть, когда не знали, как подступиться к какому-то вопросу. Тут обстоятельства будут вам помогать. Быстрее, может быть, уйти как от гнетущего состояния. Иногда по этой карте это карта усталости. Может быть, в течение июня, мои дорогие тельцы, вы будете уходить от прежнего шаблона. А ведь и правда. Есть люди, с которыми вам придется договариваться как заново. Здесь может быть отклик человека или предложение. Когда вас это даже может поставить в тупик. Или вы будете думать, что мне это сделать очень сложно. У вас будет какой-то выбор, но больше... Двойка кубков однозначно говорит, тут не упусти какой-то шанс, который именно будет строиться на предмет с кем-то договориться. И может быть даже прежде как-то это вам и не хотелось. Или может быть прежде это конкретная персона, с которым сложно
с которой, точнее, сложно строилось общение. Тут и взаимопонимание карта, договоренности, и опять же двойка, выбор. Завершиться должен какой-то период, когда вы долгое время топтались на месте. От выбора вы не уйдете. И по тузу мечей это может быть и какая-то новость, особенно в середине месяца, мы говорим, Уран в Близнецах может принести, вот как даже в средствах массовой информации, это то, что касается внешних обстоятельств, когда нам придется, ну, может даже кажется, словно эта новость перекраивает всю мою жизнь. Зато вы будете, ну пусть это не для всех, но для кого-то будете к этому готовы, мои дорогие. Но, видимо, сама конфигурация возможностей, она заставляет вас действовать. Но лабиринт заканчивается. Вот да, тут придется принимать какое-то Соломоново решение, железно, мои дорогие. И это будет ознаменовывать не только выход из лабиринта или из какой-то путаницы, но и буквально такой молниеносный прогресс. Это карта успеха, у кого-то поездка, может быть и поездка, когда пересматриваются сроки, пересматриваются, ну как, может быть, пути, каким образом вы куда-то поедете. Собирались один маршрут осуществить, а тут придется другой маршрут. Здесь, как и планы, меняются на долгий период времени. Может быть, это у кого-то даже банально. Меняю автомобиль, да, иногда эта карта проигрывается, а на начало месяца, ну, или вы даже думали об этом, но вы еще пока не были готовы к действиям. Но для кого-то из вас это прогресс по работе. И больше тут могут быть даже такие энергии, когда вы все видите, мои дорогие тельцы. А с учетом того, что у нас еще и Марс в вашем знаке зодиака, и это не совсем про то, что ну было бы неплохо, а вот что конкретно я получу. Так вот вы будете видеть, что вы конкретно получите, какой результат. Прекрасная энергия. Но, видимо, поворачиваться быстро вам придется. Тем не менее, ну давайте третью карту узнаем. К чему же таки приготовиться? К чему вот это все идет? Такая где-то чехарда. А вот и правда. Карта выбора, карта влюбленные, какой-то прежней истории, прежних связей, конкретных людей, которых мы знали. И я тут больше вижу, что эта история может развиваться. Король кубков, возможно, все же выбор именно будет касаться личной жизни. Хотя здесь ведь могут быть такие энергии, когда вам с учетом аркана влюбленный выбор, может быть, вы кому-то будете говорить нет. Может быть, смотрите, два короля. Когда в моих раскладах два короля и более, мы не уйдем от согласований высоких чиновников, или пусть это какая-то контора, юристы, адвокаты, решение какой-то темы, документа, подписание по работе, или пусть это у кого-то даже жилье, или ну, то, что вас интересует. Может быть и конкретные два человека, которые принадлежат один к знакам зодиака стихии воздуха, да, а другой к знакам зодиака стихии воды. Ну вот у кого-то и так буквально может проиграться. Может быть каких-то два важных, именно даже по личной жизни, да, вот выбор такой. Мы ведь все разные. А может быть это где-то между чувствами и рационализмом вам в принципе приготовьтесь, что придется делать выбор. Что-то завершается. Ведь это всегда карта трансформации, а у нас с этого начался расклад. По этой карте мы сами понимаем, что куда-то нет смысла спешить. Мы сами понимаем, что обстоятельства завершают для нас, может быть, даже какие-то наши бывшие приоритеты, и вот так вот очень здраво подойти к тому, что ну да, что-то мы хотели, а вот именно сейчас, где-то в июне, будет формировать пространство более четкую картину. Надо ли, есть ли в этом смысл, или это словно в пустоту. Поэтому неизбежно тут будет завершаться что-то. И если мы говорим выбор, всегда как минимум два варианта, правда? И если мы делаем свой выбор, выбираем что-то одно, то стало быть от чего-то другого мы отказываемся. Что это для тельцов? О, а ведь и правда. Важные инстанции, согласование, император, ну, может быть, и в личной жизни. Придется договариваться для кого-то из вас вот с таким несговорчивым императором. А нам тут карты показали, что есть какой-то смысл. Либо для вас есть ваш интерес. Или
Возможно, это тема, которая касается финансов. И придется что-то урегулировать даже в высоких инстанциях. А у кого-то, ведь это, по сути дела, организация нашей жизни. Вот будьте даже готовы, мои дорогие тельцы, что, может быть, пусть не для всех, но для некоторых из вас могут так измениться обстоятельства в июне, что вы будете рассматривать даже те вопросы, которые вы прежде, не предполагали. Совершенно новая энергия. И вам придется быть и рациональным, но и где-то очень продуманным, потому что организация, именно адаптация будет ваша, или стабильность, безопасность, что-то по закону сделать. Это тема номер раз. Следующая карта. Как изменится ваша жизнь? Тут, наверное, можно вообще ничего не доставать, правда? Вопросы пары, вопросы семьи, вопросы дома. Очень добрая энергия, о которых я говорила. И, знаете, это то время, когда не просто вот для эмпатии или для какого-то вдохновения у вас складываются такие сюжеты жизненные, и в этом вам сразу помогает несколько планетарных транзитов, а именно для стабильности и надежности. Само небо июня складывает для вас доброй энергии и, самое главное, возможности. Больше, может быть, даже которые будут строиться на контактах. И, опять же, одно дело возможность, да, то, что мы сами запланировали или хотим осуществить. А может быть, и раньше так было, да, мало ли, что мы там планировали. А вот не стыковалось что-то, то по этой карте обязательно состыкуется. Но давайте к чему быть более внимательным, пусть нам карта подскажет. Очень хорошая карта, не хочется дополнительную, но тем не менее. А ведь и правда, тут как добрые вести, рыцарь кубков. Да, где-то карта тоже говорит, ты не замечтайся, потому что мы рассматриваем июнь, и по рыцарю кубков это что-то приятное, приятные встречи, мои дорогие. Может быть, какой-то встречи идет ваша жизнь, или так складываются обстоятельства, вас что-то будет радовать. Возможно, тут нужно будет и вам проявить определенную лояльность, но не холодность, но и вместе с тем мыслить рационально. Все же эта карта не говорит о том, что это будет на какой-то бесконечный период времени. А с чем, с кем это связано? Как волшебно. Зря боялась доставать. Иногда, правда, есть такое, думаю, ты сейчас, Женя, как надостаешь, а лучшее всегда враг хорошего, правда? Нет, видимо, тельцам суждено. Посмотрите, карта, да, тоже говорит, критическое мышление. Вот все, что я говорила. Но и лев у нас на короткой цепочке, а лев прообраз нашего эго. Придется держать эмоции на коротком поводке. Вам как будто даже договариваться с кем-то придется. И вам может что-то не нравится, потому что не случайно ведь такие, трохи сложноватые карты выпали, да, что, есть какая-то сила противодействия или что-то может, не нравится, или да не хочу я так действовать. А обстоятельства как будто говорят, телец, ты тут сейчас посмотри с другой немножко позиции. Ты сейчас откажешься, и вполне вероятно, тут надо с отказами быть аккуратным, потому что мы можем так, знаете, как наотмашь кому-то сказать «нет», и мы себе как вариант закроем на возможное «да». Будьте внимательны. Отдаленные события, отдаленное будущее. А вот, видимо, где-то июнь складывает для вас последующие возможности, потому что это карта продуманных действий, это карта не про спешку, самый медленный рыцарь, но будьте готовы, что какие-то передвижения, возможно, у вас будут следовать и далее. С чем это связано? У вас, возможно, изменятся планы, или вы узнаете еще какую-то новость, вам кому-то придется, может быть, буквально курсы проходить или изучать что-то. Но вот все то, что мы изучаем, или элемент новизны, по этой карте работа в команде, опять же, взаимодействие, правда? И у кого-то проиграется конкретный человек, и может быть личная жизнь. А для кого-то это будет тот сюжет, когда и личная жизнь, и финансы, опять же, вот именно по Венере как-то переплетается в один узор, и вам это по судьбе. Как тут новые возможности для того, чтобы, к примеру, оформить какой-то очень важный документ. Все же по этой карте у нас тоже идут, а у вас еще и аркан император. Видимо, в июне, мои дорогие тельцы, вы не уйдете от каких-то согласований.
от чиновников. Или когда вы будете, можно сказать, стабилизировать собственную жизнь, пересматривать, переоформлять какие-то бумаги, документы. Тут у каждого свой какой-то будет интерес. Но для вас это будет иметь какое-то кардинальное значение на отдаленные события. Я должна сказать, вы тут свою жизнь приводите в порядок, именно, может быть, по документам. Или как по аркану Иерофант, как жизненный путь вы выбираете. Вот у кого-то может быть и так. Деньги. Ну и карта Иерофант. Иерофант нищий не бывает, я всегда говорю. Но, видимо, для вас это особенно... А посмотрите, а у вас тут солнце на дне. Ну, видимо, для вас особенно. Это как действительно какое-то направление. Ну, деньги – один из способов взаимодействия с миром, мои дорогие тельцы. И, судя по всему, в июне как-то более конкретизируются ваши планы. Ну, и будьте внимательны к тому, тут от чего-то нельзя, правда, отказаться. Потому что это все равно, что от какой-то возможности. Может быть, она еще пока не четко обрисована где-то на июнь. Поэтому и карта дает совет. Ведь эта карта иногда как марафонского забега. Тебе придется пройти, телец, еще какой-то путь, прежде чем ты, ну, может быть, с чем-то и разберешься. Вот интересно. А давайте посмотрим карта совет. Ну, наверное, все, что вам выпало, не случайно. Карта совет. Новый жизненный этап. Не будет как раньше. Не будет как прежде. Это касается обстоятельств. Это касается, правда, пересмотра. Может быть, и отношений. У кого-то это может касаться документов. Это ваши собственные планы. Это ваше, ну, как желание, может быть, и на будущий период жизни. По этой карте желание будущего периода имеется в виду, когда... не просто, знаете, абстрактная какая-то мечта, а больше у нас такие энергии июня, когда мы формируем именно то, что нам может быть полезно. И из этого полезно тоже где-то выбор можете делать. Вот посмотрите, тебе придется как будто изящно завершить некоторые темы. У кого-то, может быть, подготовить документы или переподписать документы, завершить вот это прошлое, которое теперь не имеет значения. И карта говорит, замечтаться ты никак не можешь. Что еще нам как совет? У тебя заканчивается, телец, период, когда ты ничего не мог поделать. Тот период, когда тебе было тяжело. Ну да, тут и планетарно так. Именно в июне, как момент такой, знаете, трансформации доброй для вас идет. Потому что если прежде как-то очень сложно вам что-то давалось, вашей настойчивостью, вашим упорным трудом, может быть, и работать кому-то приходилось очень много, тогда будьте готовы, что уже где-то, ну, как совет, формируются те энергии, те возможности, которые вас поведут до конца, даже года 2026, хочется сказать, к миру. И пусть так оно и будет, карта мир. Ведь это наши территории, это наши границы, ну, место проживания или буквально территория, может быть, у кого-то переезд. Конечно, хочется сказать, что все стремится к миру и доброй энергии, да, вот как совет. То есть у тебя сейчас все то, что я сказала, телец, складывается с большими плюсами. Но, может быть, чтобы меньше было каких-то неправильных поступков или ненужных дежавю, вам и придется что-то, ну, как изящно завершить или подготовить даже документы. Но все стремится к миру, и я искренне надеюсь, что, как сильные миры сего, тоже сами по себе вот эти добрые энергии оказывают влияние не только на вас лично, но и как складывают для вас такую более миролюбивую, добрую ауру. Хотите признание, хотите популярность, да? Пожалуйста, для вас нет ничего невозможного. Но есть какие-то темы, которые, видимо, вы еще будете где-то до конца июня как минимум для себя определять. И это в конечном итоге служит новый сюжет к новым возможностям, к новым достижениям, к новому творчеству или к новым амбициям. Никогда как раньше. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые тельцы. А я благодарю вас за то, что вы мне пишете добрые, искренние комментарии, за то, что смотрите мои видео, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал.
Читайте мои публикации на сайте, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылки оставлю в описании под видео. А я вас люблю, мои дорогие. Берегите себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.